Прямо сейчас, пока вы это смотрите, тысячи людей сидят на важных встречах и думают одно: когда же они поймут, что я здесь случайно? Они получают повышение, собирают похвалы, достигают целей, и все равно ждут, что их разоблачат. Но вот что важно, не стоит принимать это за слабость характера. У этого состояния есть имя, механизм и, главное, путь к выходу. Сегодня вы узнаете о 5 типах синдрома самозванца, как каждый из них проявляется, почему мозг попадает в эту ловушку, и что конкретно делать, если вы узнали себя в одном из этих описаний. Парадокс компетентности. В 1978 году психологи Паулина Кленс и Сюзан Аймс впервые описали синдром самозванца. Они изучали успешных женщин, дипломированных специалистов, ученых, руководителей, которые искренне считали, что добились всего случайно, что их окружение просто еще не разобралось, что рано или поздно правда выйдет наружу. С тех пор исследователи выяснили, этот синдром затрагивает около 70% людей хотя бы раз в жизни. 7 из 10. Патологией это называть несправедливо. Речь об одном из самых распространенных человеческих переживаний. Он встречается у студентов и у топ-менеджеров, у тех, кто только начинает карьеру, и у тех, кто уже 20 лет в профессии, у интровертов, и у людей, которые внешне выглядят абсолютно уверенно. Парадокс в том, что синдром самозванца особенно часто бьет по тем, кто реально компетентен, потому что именно они задают себе серьезные вопросы. Именно они замечают сложность задач и объем того, чего еще не знают. Человек посредственный часто не сомневается в себе. Ему просто не хватает глубины, чтобы увидеть масштаб собственных пробелов. Важно понять, синдром самозванца не монолит. Он принимает разные формы. Исследователь Валери Янг выделила 5 типов самозванцев, и каждый из них – это отдельная история, отдельная боль и отдельный способ из нее выходить. Тип 1 – перфекционист. Вы когда-нибудь заканчивали проект, получали хороший отзыв, и вместо облегчения или радости замечали только одно – что сделали недостаточно хорошо. Одна опечатка, один слайд, который можно было доработать, один момент в разговоре, где вы сказали не то. Перфекционист живет с убеждением, что идеальный результат – это минимальный приемлемый результат. Все, что ниже – провал. Рабочий момент, этап обучения. Такие слова перфекционист про себя просто не произносит. Только провал. Поэтому он перепроверяет по 5 раз, не отправляет письма, пока не перечитает их трижды, и берется за новые задачи только тогда, когда чувствует стопроцентную уверенность, которая, конечно, никогда не приходит. Что в этот момент происходит в голове? Мозг перфекциониста активно задействует переднюю поясную кору, зону, которая отвечает за обнаружение ошибок. У людей с высокой тревожностью и склонностью к самокритике эта зона реагирует на собственные промахи значительно острее, чем на чужие. Мозг буквально увеличивает ваши ошибки. Они кажутся крупнее, чем есть на самом деле. Психолог Кристин Нефф, которая десятки лет изучает самосострадание, формулирует это прямо. Жесткость в себе не делает вас лучше. Она просто добавляет страдания поверх уже существующей боли. Перфекционист думает, что высокие стандарты – его главная сила. На деле они становятся ловушкой, которая мешает двигаться. Один практический сдвиг, который реально работает. Замените вопрос «я сделал это идеально» на вопрос «я сделал это достаточно хорошо для этого этапа». Достаточно хорошо – знак зрелости, а не капитуляции. Это то, что позволяет идти дальше. Замечайте, когда мозг предлагает вам сфокусироваться на ошибке, а не на результате. Перед вами тревога в режиме редактора. Она ищет изъяны, у нее такая работа, защитный механизм, ничего личного. Объективная оценка выглядит совсем иначе. Вы имеете право не соглашаться с ее выводами. Тип 2. Эксперт. Вы знаете много. Возможно, даже очень много. Но каждый раз, перед тем, как высказаться, взяться за задачу или занять позицию, в голове появляется один и тот же тревожный вопрос. А вдруг спросят то, чего я не знаю? Вдруг обнаружится, что я недостаточно компетентен? Эксперт убежден, настоящий профессионал знает все. Поэтому он постоянно читает, учится, проходит курсы. Со стороны это похоже на любопытство, но на самом деле им движет страх. Страх, что пробел в знаниях выдаст его. Он может иметь 2 диплома, 10 лет опыта и конкретные результаты, и все равно откладывать важный шаг, потому что чувствует себя еще недостаточно готовым. Нейронаука объясняет это через парадоксальный эффект. Чем выше реальная компетентность человека, тем отчетливее он видит объем того, чего не знает. Горизонт знания расширяется вместе с самим знанием, и опытный специалист видит свои пробелы куда яснее, чем новичок, который просто не понимает, чего не понимает.
Сократ называл осознание собственного незнания признаком мудрости. Синдром самозванца превращает эту мудрость в оружие против вас. Раз я вижу, как много не знаю, значит, я недостаточно хорош. Момент, который меняет многое. Перестаньте искать момент, когда будете достаточно готовы. Такого момента попросту не существует в природе, и ваша квалификация здесь совершенно ни при чем. Компетентность устроена как движущаяся цель, пробелы закрываются только в ходе работы. Ожидание их не трогает. Обратите внимание, ни один настоящий эксперт в своей области не перестает учиться. Но между «учусь, потому что мне интересно» и «учусь, потому что боюсь» огромная разница. Первое дает энергию, второе ее съедает. Попробуйте задать себе честный вопрос. Почему вы тянетесь к следующему курсу или книге? Тип 3. Солист. Вы предпочитаете делать все сами. За этим стоит кое-что конкретное. Попросить помощи кажется равносильным признанию своей беспомощности. Дело не в том, что вы любите одиночество. Просто делегировать задачу значит открыть кому-то свою слабость. Принять чужую поддержку значит подтвердить, что вы не тянете. Солист работает на износ. Берет на себя больше, чем нужно. Отказывается от помощи, которая могла бы облегчить путь. И при этом чувствует себя все более одиноким, потому что никто вокруг не видит, насколько ему тяжело. Он сам позаботился о том, чтобы никто не увидел. В психологии это описывают как контроль в роли защитного механизма. Когда человек чувствует внутреннюю нестабильность, страх, что его раскусят, он начинает цепляться за то, что поддается контролю. Работу, процесс, результат. Контроль создает иллюзию безопасности, хотя на самом деле лишь усиливает изоляцию. Исследователь Брене Браун много лет изучала уязвимость и пришла к выводу, который поначалу кажется неудобным. Попросить о помощи требует больше смелости, чем сделать все в одиночку. Уязвимость, по словам Браун, самая точная мера мужества. На первый взгляд кажется, что это слабость, но это совсем не так. Начните с малого. Одна делегированная задача. Один раз сказать «мне нужна помощь», без длинных объяснений и оправданий. Посмотрите, что произойдет. Скорее всего, ничего страшного. А может, что-то неожиданно хорошее. Одиночество солиста – это не судьба. Это выученная стратегия выживания. А стратегии, которые мы когда-то выучили, можно заменить на другие, медленно, шаг за шагом. Тип 4. Супергерой. Этот тип труднее всего распознать. Внешне он выглядит как успешный, продуктивный, полностью вовлеченный человек. Коллеги восхищаются. Руководство доверяет. Семья гордится. Но изнутри совсем другая картина. Супергерой требует от себя невозможного. Он не просто хочет хорошо работать, он должен быть лучшим. Лучшим сотрудником, лучшим родителем, лучшим другом, желательно одновременно. Отдых вызывает вину. Перерыв кажется предательством. Потому что где-то глубоко сидит убеждение: я заслуживаю своего места только если постоянно его доказываю. Что происходит с мозгом? Хроническое давление завышенных требований к себе держит тело в режиме постоянной тревоги и повышает уровень кортизола, гормона стресса. Со временем это ухудшает концентрацию, память и способность принимать решения. Супергерой буквально разрушает именно те качества, которые изо всех сил пытается сохранить. Психоаналитик Карен Хорни описывала это как тиранию долженствования. Систему внутренних требований, которые человек предъявляет к себе и которые не имеют ничего общего с реальностью. Я должен быть продуктивным каждую минуту. Я не имею права уставать. Я обязан тянуть все сразу. Выход здесь – переосмыслить одну базовую вещь, снижать планку усилий не обязательно. Вы не зарабатываете право на существование своей продуктивностью. Вы уже заслуживаете отдыха, просто потому, что вы человек. Лень тут неподходящее слово. Физиология просто требует свое. Попробуйте ввести в свою жизнь один маленький ритуал. В конце дня записывайте одну вещь, которую вы сделали хорошо. Не грандиозную победу, просто что-то реальное. Со стороны это похоже на упражнение по позитивному мышлению, но на деле это просто тренировка мозга замечать то, что он обычно игнорирует. Тип 5. Прирожденный гений. В детстве или юности вам все давалось легко. Оценки приходили почти без усилий. Окружающие называли вас способным, умным, тем самым. И это было приятно, пока не закончилось. Потому что во взрослом мире задачи усложняются. И когда что-то требует настоящих усилий, гений начинает паниковать изнутри. И проблема не в задаче, просто внутри живет убеждение: по-настоящему умный человек справился бы с этим быстро.
Если приходится долго работать, копаться, ошибаться и начинать заново, значит, таланта нет. Значит, все это время вас переоценивали. Значит, вы самозванец. Психолог Кэрол Дуэк потратила десятки лет на изучение того, как убеждения о способностях влияют на результаты. Ее главный вывод – люди с фиксированным мышлением, те, кто считает, что умным нужно родиться, хуже справляются с трудностями, именно потому что воспринимают любое усилие как признак нехватки таланта. Сложность становится не вызовом, а доказательством несостоятельности. Дуэк предлагает простую, но работающую замену. Вместо «у меня это не получается», «у меня это пока не получается». Одно слово – «пока». Оно переводит мозг из режима оценки в режим обучения. Трудность – это сигнал, что вы занимаетесь чем-то настоящим. Приговором ее делает только наша интерпретация. Ваши ранние успехи были реальными. И то, что сейчас сложнее, тоже реально. Все это – просто рост, который требует усилий. Именно так он и выглядит у всех. А значит, нет смысла бояться разоблачения. Дуэк также показала, когда человек начинает ценить сам процесс обучения, а не только результат, его мозг буквально перестраивается. Трудные задачи перестают быть угрозой и становятся источником интереса. Звучит как метафора, на деле нейропластичность работает именно так. Что объединяет все 5 типов, и что с этим делать? По своей природе синдром самозванца – реакция нервной системы на тревогу. Диагнозом или личностным дефектом его называют чаще, чем следует, и обе трактовки не точны. Мозг пытается защитить вас от боли отвержения и провала, и в процессе создает нарратив, в котором вы всегда недостаточны. Но вот что говорит нам наука. Этот нарратив – всего лишь интерпретация, которую мозг выдает за факт. А интерпретации поддаются изменению. Первый шаг – назвать то, что происходит. Вслух или про себя – это синдром самозванца. Это тревога, а не правда о моей компетентности. Исследования показывают, что называние эмоции снижает ее интенсивность. Это происходит, потому что префронтальная кора, зона рационального мышления, начинает работать активнее, а миндалина, которая генерирует тревогу, немного успокаивается. Второй шаг – поговорить об этом с кем-то, кому вы доверяете. Синдром самозванца питается тишиной. Он убеждает вас, что вы единственный человек, который не дотягивает, и молчание поддерживает эту иллюзию. Разговор ее рассыпает. Потому что почти всегда оказывается, что собеседник чувствовал то же самое. Третий шаг – начать собирать доказательства. Конкретные факты, без мнений, что вы сделали, чему научились, чего достигли, даже если это казалось вам само собой разумеющимся или недостаточным. Заведите список. Возвращайтесь к нему, когда тревога снова начнет убеждать вас, что вы случайно оказались там, где оказались. Самозванец и человек, которому сложно поверить в себя, разные люди. Скорее всего, вы второй. А с этим уже можно работать. Синдром самозванца не исчезает в один момент. Он не лечится одним видео или одной книгой. Но он становится тише, когда вы его называете. Когда перестаете прятаться. Когда начинаете смотреть на свои достижения через реальные факты, отодвинув фильтр тревоги в сторону. Посмотрите на путь, который вы уже прошли. На решения, которые вы приняли. На моменты, когда вам было страшно, и вы все равно сделали шаг. Это все ваше. Никакой случайности. Никакого везения, которое вот-вот закончится. Вы здесь не случайно. И пора, наконец, начать это принимать.